Девочки, привет! Сегодня я покажу, как я вязала горловину лодочку укороченными рядами от одного клубка. Согласно моим расчетам, формирование горловины должно происходить вот по такой схеме. Это центральные 25 петель, которые я бы закрыла, если бы вязала горловину, как обычно, от двух клубков. Соответственно, это те самые петли, которые бы я закрывала в каждом втором ряду. Итак, в последнем изнаночном ряду до начала формирования горловины я отметила маркерами центральные 25 петель, которые у меня должны оставаться открытыми. И по бокам у меня осталось по 45 петель. Эти бока мы будем укорачивать. Итак, согласно схеме, первый ряд я должна укоротить на 9 петель. Соответственно, мне нужно провязать 36 лицевых петель. И на спицах до маркера у нас остается 9 петель. Изнаночный ряд мы вяжем следующим образом. Первую петлю мы снимаем как двойную, то есть сняли, перекрутили, таким образом, чтобы здесь получилось 2 петли. Вот так они выглядят. И провязываем до конца весь ряд изнаночными. Следующий мой ряд должен быть короче на 8 петель. Соответственно, я провязываю 28 лицевых. Так, двойная, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 петель. Изнаночный ряд вяжем так же, как и предыдущий. Снимаем петельку как двойную, остальные провязываем изнаночными. В этом ряду у меня начинается формирование скоса плеча, поэтому сначала я закрываю 3 петли,
и мой ряд должен укоротиться на 5 петель. То есть провязать мне нужно 20. Кромочную я тоже считаю. Сверяемся. 1, 2, 3, 4, 5. В изнаночном ряду у нас ничего не меняется. Вяжем, как и вязали. Первую снимаем как двойную. И все изнаночные. Снова для скоса плеча закрываем 3 петли. Укорачиваем наш ряд опять на 5 петель, соответственно провязываем 12 лицевых. Изнаночный ряд. В этом ряду для скоса я закрываю 2 петли. Ряд укорачиваю на 4 петли, то есть провязываю 6 лицевых. Один, 2, 3 и так далее. Изнаночный. Этот ряд у меня последний, мне его необходимо укоротить на 3 петли и закрыть 2 петли для скоса. Закрываю 2. И 3 петли у меня остается на спицах. Это моя кромочная. Итак, мы сформировали половину нашей горловины вместе с плечевыми спосами. Теперь нам нужно перейти на другую сторону, чтобы вязать другую сторону. И для этого нам нужно провязать лицевыми весь этот ряд до конца. Те петли, которые мы в изнаночных рядах снимали как двойные, вот о них и видно, нам нужно будет провязывать лицевыми за переднюю полупетлю. Сразу будем подхватывать 2 петельки и провязывать их вместе за переднюю полупетлю.
Формировать горловину с этой стороны мы будем изнаночными рядами, поэтому укорачиваем наш ряд на 9 петель, провязываем 36 изнаночных. Лицевой ряд. Первую петлю снимаем как двойную, сняли ниточку на себя, перевернули петельку, сделали 2 и до конца ряда провязываем лицевыми. Следующий изнаночный ряд укорачиваем на 8 петель, провязываем 28 изнаночных, кромочных 27. Лицевой ряд провязываем так же, как и предыдущий. В этом ряду начинаем формировать окат плеча, закрываем 3 петли как изнаночные, укорачиваем ряд на 5 петель, соответственно провязываем 20 петель, включая кромочную. 3 закрываем. На спице 19 провязываем. Лицевой ряд. Первую петлю снимаем как двойную, до конца ряда лицевые. Снова закрываем 3 петли, провязываем 12 изнаночных.
Лицевой ряд. В изнаночном закрываем 2 петли, провязываем 6. Лицевой ряд. Снова закрываем 2 петли. И здесь оставляем 3 петли. И у нас осталась одна кромочная. Теперь нам нужно провязать весь ряд изнаночными до конца. Двойные наши петельки мы провязываем изнаночными за заднюю полупетлю. Ну вот мы закончили формирование горловины лодочки вместе с окатами рукава. Благодаря нашим двоим петелькам здесь не видно, где мы делали укороченные ряды. Все у нас получилось очень аккуратно. Теперь вы можете закрыть петли любым способом, который вам нравится. Соответственно, дальше оформлять горловину, как вы и запланировали. Ну вот и все. Пока-пока.